Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard Yuan. Я сегодня хочу поиграть на самой рандомной сборке этого патча. Это шаманы плюс кунг-фу. Буду это делать целенаправленно, но, скажем так, рандом внесет свои коррективы. Здесь легендарки есть замечательные, есть спектра, есть джакира. В принципе, можно будет и через спектру поиграть, через ведьмаков поиграть. То есть, билдов здесь предостаточно. Что конкретно я буду делать, непонятно. Либо же я буду стартовать через нежить, либо же я стартовать буду через гоблинов-мехов, как обычно. Либо же рандом несет свои коррективы, и я буду стартовать на болте 28, крутиться на нем как пропеллер просто по полной программе. Вот, кунг-фу шаманы. Плюсы. Очень сильная сборка. Минусы. Максимально рандомная. Кунг-фу может не сработать, шаманы могут какой-то в бред превратиться, но в целом, из-за того, что у вас есть кунг-фу, вы можете на шамана хорошо поиграть. Ну и еще один минус, это то, что если вы соберете 6 шаманов, а я очень надеюсь, что у меня получится собрать, но что-то пока как-то маги приходят. Так вот. Жалко, панда на втором раунде не пришла. Шансов бы у меня больше было собрать эту синергию, которую я хочу. Но, по всей видимости, рандом уже мне заранее показывает, что я играть буду явно не на той сборке, которой бы хотелось. Ну, ладно. В принципе, есть ТБшка. Не знаю, короче. О. Так можно через Лустрикс, в принципе, стартануть. Так, сейчас одну монетку мы заобузим. Панды как-то нету, это грустно и очень печально. МК здесь нет, кстати, мне же до 30-го плюс раунда может МК даже не прийти, если я поставлю панду. Ну, со своей удачей это точно так будет. Я более чем уверен, что до 30-го плюс раунда единственное, что мне может прийти, это болтяра. Ну... А ничего себе мне сейчас пришло. Я могу и на винстрике попробовать поиграть. Но я, наверное, не буду через винстрик пытаться играть. Талисман счетчика я бы взял, но нет, я скип. Боже, лучше бы я взял талисман счетчика. Вот, лучше бы я взял бы талисман счетчика, и лучше бы я взял два вайпера. Ой, короче, все. Играем через лустрик, значит через лустрик. Надеюсь, мне панда придет. Хорошие мне фигуры пришли, но я не особо в них верю. А, но тут резак уже с острыми наручами, понятно, тут я проиграл. Тут я проиграл, даже если бы у меня был Омник, даже если бы у меня Вайпер был. Не, ну если бы Вайпер был в двойку, то скорее всего бы я его и затащил. Ну, а это заявочка на то, что будут все-таки кунг-фу. Единственное, что вот этот предмет, который мне упал сейчас, лук. Какой же он бесполезный. Какой же он бесполезный. Так вот, хочу рассказать по поводу кунг-фу и шаманов. Шаманы, они будут перевоплощаться каждые 2,5 секунды, либо же после каждой активации своей способности. По-моему, через каждые 2,5 секунды, если способность не активировалась. Минусы. Если вы играете на 6 шаманах... Да как ты гиду и Тинкера в двойку нашел, алло, молодой? Молодой горячий, как ты нашел его? Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Короче, играем через лустрик. Играем через лустрик, играем через панду. До Талова сидим, и я надеюсь, все-таки панду я все-таки смогу найти. Все-таки, аж 2 раза подряд сказал все-таки. Бесит меня. Неплохое такое усиление. И Муэрто даже есть. Ну, знаете, как бы поступить? Муэрто это круто. В принципе, вот так вот шмотки можно ей передать, хотя я на самом деле больше верю в Инчу. И вот что-то мне подсказывает, нужно сыграть либо через максимальный инкам, либо же сыграть... Я сейчас играю через лустрик. Но как оно дальше пойдет, непонятно. Возможно, мне получится даже жрецов поставить. Но так как, скорее всего, в этой катке будут гритеры. Ладно, короче, я отвлекся. Отвлекся я потому что надо подумать еще, что конкретно я хочу видеть в своем билде. Ну, это уже третье. Так вот, в чем прикол шамана?
6 шаманов. После активации способности они перевоплощаются в другую фигуру, чуть-чуть дороже по стоимости. Там есть некий процент, не знаю, как его правильно высчитывать, но, короче, будет чуть-чуть дороже по стоимости. Стартовые фигуры, которые у вас появятся, влияют от текущей стоимости продажи ваших шаманов. То есть, допустим, ваш шаман стоит 6 монет на продаже, значит, у вас появится фигура какая-то, которая стоит 7 монет, либо же 8 монет. То есть, вот как-то так она будет стоить, либо же даже 9. Вот, ну, я думаю, объяснил, да? Думаю, понятно. Система максимально рандомная, и огромные минусы в чем? Вам может упасть элементарно несколько ЦМок. Вам может упасть 3 ЦМки или 6 ЦМок. То есть, когда вы играете на шаманах, неважно какой они будут стоимости, у вас есть возможность, что вам придут 6 ЦМок. А вы сами подумайте, когда у вас 6 шаманов перевоплощается в 6 ЦМок, что происходит? Это полное Г происходит. Ну, это уже такое. Ладно. Надеюсь, ну, редко, конечно, когда 6 ЦМок появляется, но очень даже метко. И также самое касается всех остальных пассивочных героев. Если пассивочный герой у вас появляется через шаманов, то будет следующее. Он не сможет перевоплотиться. Не знаю, с чем это связано, но пассивочные герои, когда выпадают на шаманах, они не перевоплощаются. Почему, зачем, кто такое придумал, мне непонятно. И я думаю, я этого не пойму никогда. ДК. Ну тут прям намек на магов-драконов. Как же я сомневаюсь. Как же я сомневаюсь. На одной сборке сыграть, либо на второй сборке сыграть. Поставлю пока ДК. Если бы Луна у меня была в двойку, у меня был бы старт намного легче. Намного легче. Там инсектоиды собираются. Там маги уже собираются. Чил-котел пришел. И вторая синергия — это кунг-фу. Все знают кунг-фу, я думаю, объяснять здесь нет смысла никакого, но у кунг-фу тоже есть такой момент. Ваши ваншоты и понижение здоровья могут не срабатывать очень-очень многое количество времени. И вы будете кусать свои локти, когда оно срабатывать не будет. Это прям, на самом деле, самое бесячее, когда не срабатывает кунг-фу. О, о, так, не, ну это заявочка на то, что в действительности я буду играть через кунг-фу шамана. Это заявочка на то, что я буду играть через кунг-фу шамана. Мне осталось, чтобы мне сейчас пришла Марси, 2 волшебника, и жизнь удалась. Можешь продать весь свой стол и выйти в монетки. Вот хочется мне сыграть и через Ведьмаков Драконов, через Керри Спектрум. Кстати, у меня 64 здоровья. Я хоть играю через Лустрик, но у меня 64 здоровья. Как же это мало. Сейчас, кстати, мобы. Сделаем как-то так расстановку. Надеюсь, от мобов не откисну, хотя у меня очень слабый стол. Скорее всего, я откисну. Гадалки не ходи, скорее всего, я откисну. Да, я мобам, наверное, проиграю сейчас. У меня слабый стол. Если бы у меня была еще Марси, то шанс того, чтобы я выиграл, был бы намного выше. Ну и, соответственно, если бы у меня были еще и волшебники. Пу-пу-пу-пу. Сложно. Вот давайте посмотрим, как у меня сработает кунг-фу. Так, у ребят меньше 50% хп. Поджог от пивной панды был. Но, да, да. Ванга Александр в студии. Какая полезная маска, бог ты мой. Что может быть еще лучше, чем эта маска? Естественно, ничего. Короче. Волшебница сюда.
У моих противников столы очень сильные. Так, это 4 рыцаря. Тут я проиграю. Ну, как бы без шансов. Если бы у меня была фуловая кунг-фу, я бы его вынес. Ну, даже если бы я его не вынес, я бы большое количество фигур бы снес без единого шанса. Так, волшебник есть. Мне нужно Марси. Так, 2 волшебника есть. Отлично. Отлично. Есть еще одна пандочка. О, Марси. Марси! Марси! Обожаю этого персонажа. Марси — это божественный персонаж. Все, а теперь смотрите, у меня 51 хп, у меня 50 монет, у меня фуловая кунг-фу. Но, если бы такая сборка у меня была еще на 5 уровне, как только я его апнул, это была бы самая жесткая сборка, которую только вы видели. Сейчас. Мгновение, пожалуйста, надо подумать. Надо, наверное, уровень взять и поставить 4 панды. И продать лишние фигуры. Все. Лишние фигуры сейчас продал. Даже такой стол может сейчас сносить своего противника, ну, просто без шансов. Вот, конечно, кунг-фу еще бы сработало, тогда было бы вообще изи. Морская мне не нужна. Минус 9 я получил. Больно пока что, неприятно. Уровень берем. Берем уровень. Пока, наверное, морских можно поставить. А мне больше и нечего, по сути, ставить. Инсектоиды, цветы. Можно было бы еще взять алхимика, сыграть через 6 чернокнижников. Но в самом деле 6 чернокнижников это какая-то лажа. Вот честное слово, 6 чернокнижников это какая-то лажа. Я на стриме играл через 6 чернокнижников, мне максимально не понравилось. По той лишь причине, что он максимально криво работает. У кунг-фу в текущем сезоне Короче, кунг-фу в этом сезоне переработали. Чем больше у вас сила атаки с руки, тем больше шанс, что сработает синергия кунг-фу. Это касается как первого значения, так и второго значения. То есть первое понижение 50% хп и ваншотнуть меньше 50% хп. Шанс увеличивается, если у вас атака хорошая с руки. Также, чем меньше у противника хп, тем шанс еще более повышается у кунг-фу для срабатывания. Вот как-то так. Гляньте, элементарно, у меня сильно, очень сильно. Мне нравится. Мне не нравится, что у меня хп мало, но я думаю, с таким хп я смогу затащить. Главное, чтобы мне пришли сейчас мои шаманы. На 8 уровне я, скорее всего, буду полностью ролиться. Ну, не полностью 50 монет, а буду ролиться, чтобы найти 4 шамана хотя бы. Найду 4 шамана, мои проблемы решатся очень быстро. Главное взять 8. На 8 уровне шанс выпадения шамана будет намного выше. Но тоже, мне 6 шаманов, наверное, не получится собрать. Если сейчас нефритовый генерал ко мне не придет, то 6 шаманов мне не получится собрать. 38 хп. На самом деле, не уверен, что получится все. У меня есть 7 баночек. Как бы. О, кстати, 4 рыцаря. Смотрим, что будет. Тут Тренд, конечно. Тренд нереально сильный персонаж. Ну да, все. Как бы. Но все равно посмотрите результат. У меня все фигуры в единицу. У него есть Тренд. И у него остался один персонаж. Была бы у меня Марси в двойку. Был бы у меня хитрец в двойку. Да даже элементарно. Пусть они будут все в единицу. Просто придите мне острые наручи. Придите мне хорошие предметы. И я бы разорвал его без единого шанса. Мамма мия. Все. Все, сюда иди. Молодые шаманчики, идите сюда. Все, теперь рандом порешал за меня. Рандом порешал за меня. Фул шаманы, фул шаманы. Если бы этот нефритовый генерал ко мне не пришел, я бы еще думал, что собрать. Но теперь я могу не думать. Я могу просто брать и собирать. Еще и 150 хп сейчас поставил себе от бафа орков. Замечательно. На 8 уровне сейчас буду ролиться.
Надеюсь, что мне придут шаманы довольно-таки рано. Придут шаманы довольно-таки рано в двойку, то есть я имею в виду это орк-шаман в двойку. Два там есть орка-шамана, поэтому два орка-шамана, надеюсь, придут рано в двойку. И я очень надеюсь, что ко мне придет солнечный шаман, фиолетовая фигура, это шаман Горн. Если и он в двойку придет рано, то все, это игра моя. Я ее не отпущу, я ее буду жать до талого. Так, Гран-Геральт, отлично. Возможно, получится мне еще немного богов поставить. Получится немного богов поставить. Будет максимально замечательно. У меня хитрец будет летать только в путь. Так, острый наруч, отлично. Вот бы эти острые раучи. Вот бы эти острые наручи намного раньше пришли. Проблем бы стало намного меньше. Но рандом это такая штука. Как захотят, так и приходят. Ну, что поделать. Зато, если на 20-м раунде мне падает божественный отпечаток, это не лучший, конечно, предмет, но если он упадет, то будет даже хорошо. У меня будет уже 2 бога. Там я могу поставить. Если еще один отпечаток упадет, то у меня будет 4 бога, у меня хитрец просто будет летать как не в себя. Я вначале озвучил мысль, почему это самая рандомная сборка. Во-первых, я думаю, и так все понятно, это рандом в виде, какие вам шаманы упадут. Это первый момент. Хотя бы усиление пришло, отлично. Я, кстати, сейчас острый наручи закидываю в эту панду, потому что у нее больше всего хп. А острые наручи срабатывают... чем больше хп, естественно, тем больше шанс, что сработают эти острые наручи. Отлично, все. 4 шамана у меня есть. 3 шамана, но они есть. Замечательно, прекрасно. Давай мне еще солнечного шамана. Так, мне пока нравится. Надеюсь, усиление придет намного быстрее. Я очень надеюсь на это. В общем, под 4 богами у меня хитрица Марси будет постоянно под своими способностями. Плюс пивная панда будет постоянно накидывать свое пиво. И если в это пиво накидывается способность какая-нибудь, то он поджигает их. И, соответственно, вот этот поджог работает на синергию кунг-фу. Это прям... Песня. А эта заявочка хорошая. Мне сейчас... Я даже сейчас могу спокойно брать уровень. Буду брать спокойно уровень, выставлять своих шаманчиков. По итогу... На 10 уровне у меня будет уже 6 шаманов. И вот на самом деле хочется как бы... Хочется как бы сейчас взять уровень и выставить 6 шаманов. Но я думаю, пока будет слабо. И мне кажется... Не знаю, оставить 4 панды или не оставить 4 панды. Я думаю, не оставлять 4 панды. Мне нужен максимально сильный стол. И эти 2 шамана, они стоят по 4 монетки. Я рискую. Я очень сильно рискую, чтобы у меня этот хитрец не апался, конечно. Ну, я поверю немножко, поверю. В самом деле, даже если хитрец сейчас не придет, главное, что он у меня есть. Я закерю себе спокойно Марси и буду играть через Марси. И моя Марси будет рассказывать всем, что, как, почем, когда. Ваншотни. Ваншотни! Замечательно. Обожаю Марси. Сок, а не персонаж. Надо уровень брать. Будем мы брать уровень. Будем мы брать уровень. Чел на зверях играет. Опасно, конечно. Но я надеюсь, он не через суммоны будет играть. Если он будет играть через суммоны, то он может меня сейчас за 1 раунд вынести. Но есть огромный плюс. Я-то играю через... Я-то играю сейчас через кунг-фу. И все его шумоны. Все его суммоны я могу ваншотнуть. Это огромный плюс. Вот, кстати, предмет 2-го тира, который возвращает 50% чистого урона от вашего нанесенного, против кунг-фу работает, будь здоров. Кунг-фу шаман это самая рандомная сборка. Но это и очень сильная рандомная сборка. Поэтому, если вы вдруг сомневаетесь, что это будет сильная сборка, ребят, не сомневайтесь, это слово совсем.
После мобов, наверное, попробую найти радик. Нахожу радик, то все. Скорее всего, я выиграю этот матч без единого шанса. Ну, мне нужен радик, мне нужна маска 5-го тира. Короче, что мне нужно по предметам? Маска 5-го тира. Радик 5-го тира, это корона, вдруг кто не знает. Возвратка, щит 5-го тира. Алое сердце. И все. Вот такие предметы мне нужны для комфортной игры. Ну, там можно еще какие-то предметы на атаку, там, ну, бессмертие, естественно, тоже надо. Потому что может шальная возвратка сработать, и все, я буду сушить весла. 9 эльфов мне не страшны. Так, божественный отпечаток. Хорошо-то как. Хорошо-то как. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какие два предмета сильных. Тут цветы собираются. Либо брать взгляд, либо брать божественный отпечаток. Если возьму взгляд, моя Марси будет выносить здесь все и вся, еще и замедление атаки будет нереальное. И минус хп реген. Идеальный предмет под Марси, этот взгляд Азеса. Да не только под Марси. Под хитреца тоже сильный предмет. Но мне кажется, на Марсе еще сильнее будет. Просто хитрец он всех дебафнет сразу. Плюс он со способности замедляет. Может взять божественный отпечаток. Все-таки чаще буду... Да, я его возьму. Я его взял, потому что я буду намного чаще юзать свои способности. Намного чаще. Попробую трельнуть шмотку. Я возьму маску. Как-никак, хитрец может ваншотать. Хитрец будет душить. И восстанавливать свое здоровье. А когда будет срабатывать минус 50% хп, то там без единого шанса буду душить. Жалко, что вот этому ежу сейчас повезло. Если бы на 2 секунды раньше я бы его снес, я бы его вынес с этой игры. А если не хитреца сейчас закерить, пока что, а закерить кунг-фу панду 1-го тира, вот эту, которую покупную. У меня куча предметов, у него будет больше всего процентов хп. И хитрец будет намного сильнее, как по мне. Интересно, сколько мне баночек дадут хп? У меня сейчас 30 хп, а сколько баночки дадут хп? Я, наверное, все-таки хитреца пока оставлю как керри. Как-никак у меня немного богов есть. Надо, кстати, расстановку немножко правильную сделать. Если я неправильно сделаю расстановку, то у меня шаманы могут застревать в фигурах. И будет веселье. Так, это кто? А, это звери, да? Ну, сейчас посмотрим, не ошибся я в выборе маски. Как я обожаю играть на кунг-фу. Посмотрите урон хитреца. Посмотрите урон хитреца просто. 8100 урона у молодого. Молодой горячий 8100 урона. Балансно. Балансно, когда синергия кунг-фу уничтожает вас предметами. Это очень балансно. Запомните этот баланс. Не знаю, чем разрабы думают, почему они кунг-фу настолько сильно усилили. Если мне еще взять сейчас клевер 1-го тира, то мое кунг-фу будет намного сильнее. Я таким кунг-фу мастером буду. Вот этот клевер, который они ввели, идеально работает на 2 синергии. На охотников и на кунг-фу. На синергию кунг-фу он работает прям... Вот вдумайтесь, клевер увеличивает шанс срабатывания синергии кунг-фу. По таким критериям. Чем меньше у моего противника хп, тем выше шанс срабатывания кунг-фу. Также это касается того, что если у вас больше атака и всего... Короче, этот клевер все статы эти поднимает. Конечно, неизвестно. На 23-м раунде чел нашел себе цветку в тройку. Угу, ясно, понятно.
Красава. Я цветку эту не находил очень долго. Благо здесь и нету импрески. Если бы здесь была цветка 5-го тира, чувствую, я бы откис. Сейчас эта цветка, которая в тройку, она может прыгнуть мне на лицо и ваншотнуть меня, мою кунг-фу. Там слишком много чистого урона. Ну, как бы кунг-фу плевать максимально. Гляньте просто на это. Был бы у меня сейчас Радик и Алое Сердце, у Цвета не было бы шансов. Как же этой панде плевать на вас. Ну, сработай, сработай кунг-фу. Кунг-фу, сработай! Обидно. Но вдумайтесь на мгновение. Чел сидит. Я выйду. Я, короче, возьму сейчас 10-й, выставлю фуловых шаманов, чтобы быть намного сильнее. Так или иначе, если цветке повезет, она может меня ваншотнуть без единого шанса. А так у меня хотя бы есть подстраховка моих штанов в виде фул шаманов. Как-никак они могут там перевоплотиться в кого-то посильнее. И все. И ГГ. И ГГ. Знаете, я немножко от мысли отвлекся. Немного отвлекся от мысли. Но давайте я сейчас после раунда, после всего этого, я продолжу свою мысль о том, что я говорю, что это самая рандомная синергия. Самый рандомный билд. Вот сейчас мне повезло по фигурам. Смотрите, у меня жрец тройка орк. Жрец орк тройка. Минер тройка, ДК тройка. Чел на нежити такой думает, ну за что мне это? Я же играю на МБ. Ладно, я перековеркал, это было кринж. Ну ладно. А еще знаете, в чем прикол кунг-фу? Вы играете, по сути, через пант. Если вам повезло со старта, вы собрали кунг-фу и играете через пант, у вас обалденная экономика. Вы не тратите деньги на усиление фигур. Вот смотрите, приходит вам 3 панды. Хитрец, нефритовый генерал, естественно, обычная панда, у вас есть Марси, 2 волшебника, у вас 6 уровень. Вы чувствуете себя максимально непринужденно и комфортно. А знаете почему? А все просто. У вас уже оверсильный стол. Вы все выигрываете, не тратите деньги на повышение фигур. Вы просто сидите в уровне и ждете свои фигуры, которые просто так придут от рандома. Я еще, кстати, симбанок не тратил. Возможно, мне придется потратить симбанок, и мне очень интересно, сколько я хп восстановлю. Но пока еще рановато. Пока еще рановато, не хочу их юзать. Это мы оставим секретное супероружие против моего противника. Он подумает, что у меня там мало хп осталось, и я такой... Ну что, молодой? Готовься. Если юзаю симбанок и по максимуму все по 6 хп сработают, то автоматически мне приходит на почту губозакаточная машина. Потому что, чтобы каждая банка по 6 хп сработала, у меня такого еще не было. Напишите в комменты, у кого хоть раз срабатывали все банки по 6 хп. О, сюда, сюда. Вот теперь будет контент. Надо попробовать, может, клевер найти. Не буду брать это орком. У меня синергия... Посмотрите на мою синергию. 4 кунг-фу, 4 бога, 6 шаманов, 2 орка. Как-никак 2 орка дают 150 кп. Это плюс. Опасно. Цветка опасен. Очень опасен. Он еще и хана нашел. В общем, этот парень очень опасен против меня. Так вот, вернусь к своей мысли, которую я озвучил в начале. Почему это самая рандомная синергия? Во-первых, это шаманы. Вам могут прийти самые ужасные шаманы, которые только могут быть на этом белом свете. Например, 6 цемок. Например, 6 траксы. Ну, тракса ладно, она еще может там с руки немного побить, но на самом деле вы не этого хотите. Вы хотите нормальных фигур. То есть таких как вот Свен, например, Спектра, Энигмы всякие. То есть вот такие сильные фигуры вы хотите. Но вы никак не ожидаете, что вам придет 6 ЦМ. Вот давайте посмотрим, какие мне сейчас пришли. Вот мне пришел Гримтач, полезный персонаж, спасибо. Грангерет, полезный персонаж, спасибо X2.
Замечательно. Вот, сейчас СФ пришел. Плюс, это то, что вы играете... кстати, еще самое главное, это самый юзлess шаман, который может быть, если вы играете через кунг-фу, допустим, это если шаман перевоплотится в ТБ. Если он перевоплощается в ТБ, он может вашу панду кунг-фу взять и перевоплотить. За это вы его просто берете, жмете ему руку и говорите: спасибо, молодой, спасибо тебе большое, родной мой сладкий, спасибо, спасибо. Если он перевоплощает вам кунг-фу, естественно, скорее всего, вы проиграете. Вряд ли ваши шаманы смогут затащить. Вряд ли. А еще, кстати, есть один момент. Если шамана перевоплощается в орка-жреца в тройку, и он насумонит много народа, этот народ останется с вами до конца. То есть у шаманов есть время, когда они живут в иллюзорной форме, это 25 секунд. А которые присумониваются фигуры, они живут уже с вами вечно. Мне, кстати, расстановку надо немного сделать получше. Не хочу, чтобы мои шаманы застряли. У меня сколько раз было такое, что мои шаманы просто застревали. А еще очень опасный цветка. Цветка опасен максимально. Его чистый урон огромен. Он может мне присесть на лицо хорошенько. Один раз он возьмет, телепортнется, как надо. Он, во-первых, вынесет половину моего стола, так как у него есть еще и волшебное зеркало. Но я надеюсь, мы с ним пообщаемся сейчас. Давайте наблюдать за моими шаманами. За кунг-фу мы не будем наблюдать. Так, вот, пришел ко мне цветка. У него ранее цветка в тройку, и это опасно. Ну вот, то, что я говорил. Посмотрите, сколько урона нанесла эта падла прыгучая. А еще полезный персонаж упал. Мартретка. Угу. Ну, видели, да? Благо он мне не на все лицо присел. Видели, да, прикол этот? Чел взял, прыгнул мне на лицо. И ваншотнул половину моего стола. То, о чем я говорил. Эта цветка максимально сильная. Ну, тоже, у меня панда 11 тысяч урона нанесла. Мне грех жаловаться. Было бы круто, если бы мне пришли хорошие шаманы. В плане того, что мне нужно уже усиление. Мне нужен солнечный шаман, то есть шаман Горн, чтобы он пришел в двойку. И надо как-то с расстановкой поиграть, как по мне. Чтобы они поближе были. Потому что если появляется какая-то медуза, она не успевает даже свою способность закастить нормально. Она, ну, даже если она закастит ее в пустоту. В общем, нужно поиграться немножко будет сейчас. В самом деле ситуация так себе. Чел 3 мартретки выставил. Одной мало, поставил 3. Надо, кстати, его вынести, у него моя Марси. Он захарбастал мою Марси. Ой-ой-ой. А где мои... хитрец на месте, отлично. Минер поставил минку. Выкатил минку. Зверь появился. Против эльфов сложно играть. Ну тут тренд, тут невозможно играть почти. В общем, почему против эльфов сложно? У меня, во-первых, шаманы сейчас, ну так себе вышли. Плюс они... Вот сразу перейду к минусу. Да нет, давайте это в конце ролика поговорим об этом, я не буду говорить об этом. Сейчас в этом нет смысла. Ну вот, щит 5-го тира сейчас сработал и ваншотнул мне мою панду. Вот зачем я показывал Трента? Честно? После моего ролика, где я показал Трента как керри, все начали его керрить. И мне кажется, я сейчас, наверное, Марси попробую закеррить. Попробую, наверное, Марси закеррить. Хотя против Цвета она работать не будет, мне Цвета не должна сейчас приходить. Цвета сейчас не должна ко мне приходить, сейчас должны ко мне другие ребята приходить. Вот плюс БПшки, то, что вы видите, кто к вам приходил, и вы уже можете отталкиваться от того, кто к вам придет. Делать под него расстановку и так далее, и так далее. Солнечного шамана моего собрал. Падлу. Ну ничего, мы с тобой пообщаемся. Мы с тобой пообщаемся, дорогой ты мой. 2 эльфа. Минус еще то, что там 2 эльфа. Моя Марси может не дамажить их. Ну, попробуем. Хочу Марси попробовать. Как она будет себя чувствовать. А это
Доброжелательные 6 охотников. А, понял. Понял. Я в стане вечном. Не умри, не умри, не умри! Да что за стан такой вечный-то, а? Что за бред был только что? Минус в том, когда вы играете через... О, я думал, сейчас ничья будет. На секунду бы раньше она сдохла, но появился этот зверь, который взял пол, начал ее бить. Из-за этого мои ребята не могли дамажить его. Спасибо. Не люблю этого зверя, которого ввели нового. Вот этот зверь-воин, это, не знаю, как по мне, он иногда очень руинит. Потому что когда он начинает бить об пол, да, он там всех в радиусе станет, кто-то скажет, да, он неплохо контролит, но когда остается одна фигура, только что вы видели эту тему, когда остается одна фигура, он начинает бить ее об пол, а мои фигуры не могут его бить. Почему, зачем так сделали, непонятно. Ну, кстати, этот зверь, если что, может одну фигуру контролить в гритерах, вдруг кто не знал. Но это такой бред. Я думаю, вы меня поняли, о чем. Ну, я негодую. Кстати, в катке было 3 ферзя. 2 ферзя уже вылетело, остался 1 ферзь. 3 короля. Ну, такая нормальная каточка. Хайранговая. Но и сразу, ребята, говорю, если вы играете на кунг-фу плюс шаманы, готовьтесь. А рандом здесь лютейший. А разброс какой? Позавидовал бы любой. Так, не факт, что шаманы, не факт, что кунг-фу сработает. Так еще и шаманы могут такие кривые, косокривые прийти, что... Да, можно, наверное, обратно через хитреца поиграть. О, клевер! Есть! Не, а из предмета. Ну... О, я в эту панду возвращаюсь, все. Я до конца не верил, что мне упадет Радик. Я рискнул только что, и риск был оправдан. И надо сролиться немножко. Ну как немножко, я, наверное, полностью сейчас сролюсь. Может, найду усиление. Как минимум пивная панда хотя бы в тройку будет. Спектра пришла, спасибо, когда не надо. Угу. Хан был, но хан мне тоже не нужен. О, пивная панда. О. Кстати, напишите в комменты, есть ли смысл апать шаманов, которые стоят... Короче, есть ли смысл апать фиолетовых шаманов? Как по мне, в этом никакого смысла. Никакого смысла, потому что и в двойку их вот так вот с головой. Лучше апать за 2 монетки и за 1 монетку шаманов. А что думаете вы? Напишите в комменты. Потому что я не вижу в этом реально смысла. Вот, благо мне сейчас повезло, и ТБшка не перевоплотил моего кунг-фу. Перевоплотил бы мою кунг-фу, у меня были бы слезы на глазах. Так, а безоруж есть. Отлично, отлично. Отлично. А безоруж я закину в тебя. Или скипнуть предметы может попробовать. Но мне нечего скипать, по идее. Я, наверное, безоружие ставлю. Неплохой предмет, правда, не работает против цветы, которая там сейчас доминирует. Мне бы один шаманчик в троечку. Было бы намного лучше. Когда я апну вот этого шамана в тройку, он будет стоить 7 монет, и шанс, что легендарная фигура в тройку появится, намного выше. Да даже в двойку. Вот не нравятся мне шаманы, когда они перевоплощаются. Благо, Муэрте не совсем по шмоткам повезло еще. Так вот, мне не нравятся шаманы, когда они перевоплощаются в пассивочных героев. Они тогда не возвращаются из своей формы. Это такой минус огромный. Может, богов немножко... Я сейчас в замешательстве. Можно рольнуть попробовать. Ну,
Риск не оправдан. Я надеялся, что мне придет алое сердце. Радик плюс алое сердце. Два нереально мощных предмета. Кстати, мне прилетел ваншот. Ну, благо, минус 3 урона. Как же мне нужен щит? Ой, щит. Как мне нужно панда эту в двойку? Ну, я сейчас на самом деле пожалел о том, что рольнул эту фигуру. Ну, приди. Ой, фигуру рольнул. Предмет рольнул. Ладно, синергия богов мне надо. Синергия богов мне нужна. Не знаю, может попробовать пивную панду уже закирить. У нее больше всего хп сейчас. Как минимум она свое пиво накинет. Пиво будет с минимальным КД. Хотя... Может Марси. Давайте попробуем Марси. Там тренд есть. Мне надо как-то душить этого тренда. Чё-то какие-то мне ужасные шаманы только что выпали. Прям... Ну, кстати, охотник-мертвец. Кис. Давай, шаманы, придите. Шаманы, придите. Марси классно, но... У меня сейчас столько уклонения у Марси. В общем, этот эльф, он меня напрягает. А напрягает тем, что у нее есть возвратка. И она уже 2 раза мне игру запорола, эта возвратка. Вот это вот баталия у них. Зачем я выпускал видос по поводу керри трента? Теперь все эту тему юзают. Отдай мне клевер, пожалуйста. Опа. Сейчас надо расстановку немножко поменять. Поменяю расстановку. Вот так вот как-то. Знаете, почему я такую сделал расстановку? Тик Радика может сразу снести им 50% хп. И естественно, кстати, вдруг кто не знает, Радик тоже восстанавливает ману. Поэтому я не особо сейчас парюсь за счет маны. У меня мана с головой. Ну, просто... У меня нормально, короче, мана. Я в ней не особо нуждаюсь. Возможно, мне, кстати, Марси надо чуть правее поставить. Хотя... Или... Я ей блинк отдал, боже, какой дурак. Знаете, я сейчас не пожалел ни грамма о том, что я закирил Марси. Вот сейчас я не пожалел ни одной грамулечки. У меня шаманы пропали. Я надеялся, что так много урона ему внесу. В итоге минус 12 всего лишь. Но чел там на тренте все равно меня вынес. Чел на трентухе все равно меня вынес. Мне нужно усиление. Была бы Марси в тройку, я вообще не парился бы. Но из-за того, что тут есть тель, который собирает Марси. У меня проблема. В самом деле эти проблемы очень легко решаются. Приходит мне сейчас алое сердце и бессмертие. Ну, даже не так. Приходит мне алое сердце, щит 5 тира и все. Там сушите весла. Там столько урона будет. Там... Они ничего не смогут. Сильная сборка. Ну какая же она рандомная. Бог ты мой. Все очень зависит от рандома. Придут хорошие шаманы, замечательно. Не придут хорошие шаманы, ну, суши весла. Тебя О, да. О, да. На самом деле, мне надо цепочку-то скипнуть. Давай. Приходи. Яйцо. Отлично. Яйцо я кину в него. Тебя еще как-то могу собрать? За одну монетку. Ну вот,
Эту панду я хотел бы апнуть. Эта панда будет... Ну, она, короче, мне принесет много импакта. Все, еще нахожу на шамана в тройку, и будет все прям чики-бомбони. Я, наверное, сейчас рвану еще шмотки. Клевер пойду, попробую найти. Отлично, отлично! Все, это чит я отдаю тебе. Это делаю так. Ну, у тебя нет смысла как бы ставить. Ну, может получится, что получишь бабчик. В общем, под клевером сейчас, под такими шмотками у моих противников огромная проблема. Смотрите, что сейчас будет. Без смс и регистрации. Унижение моего противника. Жалко, ко мне пришел сейчас чел иллюзий. У меня есть маска, у меня есть Алла, у меня есть Радик. Не хватает только... Ну, есть клевер еще, естественно. Не хватает мне бессмертия и не хватает мне щита 5-го тира. С этими шмотками я был бы просто неубиваем. Вот я нанес минус 32 только что эльфу. Когда эльф ко мне придет, я не смогу нанести минус 32. Опа. Еще один Марси. На самом деле, я не верю, что мне Марси придет до конца игры. Мне кажется, я останусь с Марси в двойкой, пока игра не закончится. И благо, что чел керит себе Трента. Благо, он керит Трента. Трент, конечно, душный. Очень душный. И БКБ. Ну, у него хорошие шмотки там. Правда, вот эти бусы я бы скипнул. Но знаете, этот Трент так легко убивается. Мне было бы достаточно МКБ. Но, как я уже говорил много раз, как только я прочувствовал синергию кунг-фу, кунг-фу не нужен особо дамаг. Да, в текущей мете нужен дамаг. В текущей мете от дамага нельзя отказываться. Потому что чем больше урона у вас с руки, тем, соответственно, выше шанс срабатывания синергии кунг-фу. Как-то так. И, соответственно, чем меньше хп у противника, то тем выше шанс срабатывания кунг-фу. Давай, бог рандома. Бог рандома, я в тебя никогда в жизни не верил, но сейчас поверю. Вот видели? Одна тычка и минус 50% хп у каждого. Четко. Ну чё, эльф, поиграл? Смотри, что сейчас с тобой будет. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Минус 50%. Только не ваншотни меня. Тык-тык-тык-тык. Шикарно. Все. Минус сколько? Пока. Давай еще этот шаманчик в троечку придешь. Ну да. Он одну монетку стоит, поэтому шанс того, что он пришел бы, столько минимальный. Скипнуть цепочку или не скипнуть цепочку? Да я пока в целом ничего не буду скипать. У меня хорошие предметы. Они не юзлess. Я, кстати, вот так. Вот так. О! Чтобы Марси сразу ману фуловую поимела. Это раз. И она находится в центре, как раз где больше всего шанс срабатывания Алого Сердца и Радика. Просто посмотри. Ну то, что я говорил. Вы играете на кунг-фу шамана, вы зависите от рандома, что вам придет. Все, пока. Король 3. Класс. 22-16 у меня счет. 22-16. Какая красота. Но там сильный цвета. Была бы у него эмпреска, скорее всего, он бы меня вынес без единого шанса. Но была бы у него эмпреска. Не было бы у него... Хотя, знаете, не факт. Все-таки кунг-фу играет от рандома. А теперь давайте поговорим о этой синергии. Я что вначале хотел мысль закончить, что сейчас. Давайте я по-быстренькому по этому пробегусь. Смотрите, когда вы играете через кунг-фу шамана, вы полностью зависите от рандома. Во-первых, какие шаманы у вас перевоплотятся и в кого они перевоплотятся. Они могут перевоплотиться в 6 ЦМ, в 6 траксы, в 6 мартредок. А это вам вообще не надо. Вам нужны те фигуры, которые перевоплощаются с активными способностями. То есть орк-жрец, например, который из могилы сумонит, варлоки всякие, энигмы. То есть такие фигуры, они намного мощнее. Может быть, я не прав. Вы меня в комментариях поправите, естественно. И еще один огромный минус, это то, что ваши шаманы перевоплощаются через 2,5 секунды, либо же после активации способности. Но в самом деле я заметил только то, что они после активации способности перевоплощаются. Естественно, если вам пассивочные фигуры упали, то берете вот так пальчик и так
начинаете его смоктать, потому что он не перевоплотится. Он будет все время со своей пассивкой сидеть до конца. То есть Тракса в двойку вам приходит, и все, сидите с Траксой в двойку. Минус шаманов. Разрабы не хотят дорабатывать этих шаманов. Задумка классная, реализация 0. Либо же это так и должно быть, не знаю. Но, как по мне, так не должно быть. Через 2,5 секунды они должны перевоплотиться. Если выпадает пассивочный герой, они не перевоплощаются. Все. И минус. ТБшка. ТБ это такая руина. Вам может выпасть на шаманах несколько ТБ. 3-4 ТБ. И просто представьте, что будет с вашим столом, когда не все перевоплотятся. Ваша керри, которую вы керрили, все, пока. И еще. Вы играете через кунг-фу, а это еще больше рандом. Не факт, что кунг-фу сработает против вашего противника. Там тоже есть какой-то шанс. Бывают такие раунды, вот как вы видели, где мое кунг-фу не срабатывало. В принципе, все. Добавить мне здесь нечего, но синергия получилась у меня красивая. 4 бога, 4 кунг-фу, 6 шаманов. Все замечательно. Естественно, что думаете вы, пишем в комментариях. Понравился ролик, не забудь оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. На ютубе у меня цель 5000 подписчиков, а на телеграм 1000. Телеграм закреплен в комментариях. Всем удачи и спасибо за просмотр.